Промышленный набор петель подходит для обычной резинки 1 на 1, для английской резинки или полупатента. Вот я показываю как раз образец, уже у меня набран этот край как раз промышленным способом. Он очень похож на итальянский набор, и визуально, наверное, даже его тяжело отличить. Но мне на 3 спицах на промышленным способом набирать легче. Собственно говоря, что нам нужно? Особенное отличие это то, что нам нужно сначала спицы на леске, причем чем леска длиннее, тем лучше, и еще любая дополнительная спица. Начинаем мы с того, что мы завязываем узелок, и завязываем мы его для одной спицы. Хвостик длинный нам не нужен, то есть он может быть коротенький, но разве что оставляйте хвостик длинный, если вы потом будете сшивать изделие и знаете, что вам этот хвостик пригодится. Но сейчас вам надо немножко просто подтянуть его на одну спицу. Потом вы берете вторую из пары, которая на леске. Вам надо создать такую, как рогатку у себя в руках. И вот таким способом, восьмерочкой, начинать накручивать ниточку. Как считать количество петель? Ну, первое, что нужно знать, что в этом способе мы набираем нечетное количество петель, и каждая сторона это будут в будущем петли. Поэтому, естественно, если вам надо, к примеру, там 40 петель набрать для рукава или для горловины, то вы должны понимать, что у вас будет 20 петель на одной спице и 20 петель на другой спице. Сильно подтягивать не нужно, потому что вам будет просто тяжело сделать вот этот V-образный такой ну, держание. После того, как вы набрали нужное количество петель, вы переворачиваете и тихонечко вытягиваете одну спицу, чтобы петельки оказались на леске. Поэтому, естественно, чем качественнее у вас спицы и чем мягче у вас леска, тем лучше. И мы начинаем вязать с первой петли и начинаем вязать обычные лицевые петли. Может быть, немножко вначале непривычно, потому что на леске, особенно если у вас там крупная нить, как бы будет очень свободно. Но постарайтесь все-таки придерживаться своей плотности. Ничего страшного, просто приловчитесь. Сейчас я довяжу этот ряд до конца. Ну и вот последняя петля. Можно хвостик немножко подтянуть, чтобы оно не растянулось. И теперь аккуратно мы возвращаем назад вот эту спицу, которую мы вынимали. На ровных спицах удобнее, без изгиба. Видите, у меня немножко, леска начинается после изгиба, поэтому тяжелее было немножко. А вторую спицу теперь вынимаем. То есть одну мы вернули назад, вторую вынимаем. Потом аккуратно переворачиваем именно, но не тыльной стороной, а просто чтобы взять в руки эту спицу. То есть не наизнанку, ни в коем случае не перепутайте, не возьмите изнанку. И начинаем опять с первой петли, ее провязываем вот с этого узелка, он может быть немножко у нас затянут, просто найдите дырочку. И продолжаем вязать именно лицевые петли с нашей же лицевой стороны. Нам надо провязать тоже весь этот ряд просто лицевыми петлями. Я сейчас довяжу этот ряд до конца. Тут внимательно, тут может петелька быть перекрученная, можете ее раскрутить и сделать ровненько. Вот и так у нас получилась лицевая сторона.
Теперь нам надо вернуть назад эту спицу, чтобы у нас были все петелечки одеты на спицу. И как правая, так и левая сторона. То есть смотрите, вот это лицо, полностью лицевые петелечки, а вот это изнанка, полностью изнаночные петелечки. И теперь мы приступим к вязанию уже третьей спицей. Нам нужна третья деталька, то есть будем вязать, набирать на нее. Она может быть любая, она может быть прямая, она может быть одна из спиц, но с леской дальше идти, это уже не важно. Первую петлю мы снимаем. И дальше нам нужно те петли, которые у нас внизу на спице одеты, мы должны их провязать лицевой. А те петли, которые у нас одеты на верхней спице, мы должны провязать изнаночной. Вяжем мы с изнаночной стороны, то есть будьте внимательны, возьмите, чтобы именно мы видели изнаночные петельки. И вот чередуя то нижнюю спицу, то верхнюю спицу, то есть то нижний ряд, то верхний ряд, мы таким образом набираем петли на третью спицу. Я подхватываю снизу, вот обратите внимание, и просто протягиваю туда нить. Таким образом получается лицевая петля у меня. А здесь я наоборот сверху захватываю. Давайте я ближе покажу, потому что не очень видно. Так, здесь я снизу продела спицу снизу, захватила ниточку и также назад ее вытягиваю. И у меня вытягивается лицевая петля. Просто она мы как будто бы вяжем вниз, поэтому немножко непонятно. А здесь я тоже снизу беру, но изнаночная петля получается. Здесь легче, чем снизу вязать. Здесь просто обычная изнанка. В принципе, главное приловчиться. Не очень сложно, я даже специально не буду сейчас ставить на ускорение, буду медленно так вязать. Повторяйте за мной, и я уверена, у вас все получится. Я всегда рекомендую набирать на спицы, которые меньше по диаметру, чем ваше будущее изделие. Даже меньше, чем ваша, в принципе, резинка. Вот если вы хотите вязать свитер, к примеру, вначале резиночка обычно 1 на 1, а потом там, лицевая гладь. Все равно, даже вот этот набор я рекомендую, если вы вяжете все изделие там троечкой, к примеру, резиночку вы собираетесь вязать на двойке спицы, на номере 2, то даже вот этот набор делать промышленным способом я рекомендую на 1,75. То есть чуть-чуть меньше, чем даже последующее вязание. Это не принципиально, конечно. Иногда на некоторых нитях это может быть не видно, но на мягких, рыхлых нитях это будет видно. Он как бы будет немножечко больше растягиваться, что ли, если вы не возьмете меньше диаметр спиц. Вот смотрите, что получилось. Очень хорошо. Краешек выглядит аккуратненько, как бы сразу резиночка как будто бы переходит. И уже можно продолжать вязать. Причем, что у нас уже сразу набрана, получается, на спице лицевая и изнаночная. То есть только продолжать.